И сейчас посмотрим, разгорится ли такая свеча с одной спички. А то, что я там хочу сделать, это пока секрет. То, что здесь будет, делается не быстро. Поэтому времени у вас еще много. Пишите свои предположения. Всем доброе утро. Вот я и дождался зимы. Вот это уже больше похоже на первый снег. Сейчас пойду протру солнечную панель. И потом быстренько на водоем посмотрю, как там дела. Вот это красота. Вся обмерзла. А с теплой водой страшно поливать, чтобы стекло не лопнуло. Я такой комнатный. Сейчас погода около 0, поэтому ночью намерзал лед. Неохота каждый раз заносить ее в землянку, чтобы она оттаивала. Надеюсь, что когда уже будет мороз, то льда здесь не будет собираться. Вот почти готово. Сейчас пролью еще одну кружечку. И панелька будет идеально чистая. Все, льда больше нет. Надеюсь, когда будет постоянный мороз, то на нее не будет налипать мокрый снег. Ну теперь скорее к водоему. Очень интересно, что там происходит. Похоже, что все-таки какая-то небольшая корка льда уже есть. Потому что даже намека на какую-то волну нету. Хотя и очень тепло. Мороза передают. Нет, льда нету совсем. Это просто снег сверху плавает. Ну почти. Вода настолько холодная, что снег в ней уже не тает. Поэтому стоит придавить небольшому морозу, и лед очень быстро станет. Вот весь водоем практически покрыт снегом. Конечно же, если поднимется небольшой ветер, то сразу все это размолотится и снова будут волны. Красота. На улице снег, поэтому там стало намного светлее, соответственно, и в землянке тоже проникает больше света, отражающегося от снега. И сегодня я заметил на просвет вот такую щель между потолком и стеновыми бревнами. А все это из-за того, что здесь
печка. И от печки нагреваются хорошенько эти все бревна. Они сильно высохли и уменьшились в диаметре. И поэтому оторвало от потолочного бревна пену и образовалась вот такая вот большая щель. Ну а так как пены у меня с собой нету, то буду заделывать тоненькими полосками от поролона, который остался у меня от утепления двери. Сейчас нарежу полоски и позаталкиваю в эти щели, потому что заметно сквозить стало отсюда. И вот щелей больше нет. Станет еще теплее. Сегодня, я так подозреваю, крайний день, когда можно без особых проблем набрать камушков и песка из реки. Потому что, скорее всего, завтра будет мороз, все это замерзнет, и уже не без труда можно будет его добыть. Поэтому я взял 2 ведра. Одно для камней, другое для песка. И постараюсь заготовить максимально много, чтобы хватило и на дымоход, и на мойку, на раковину, и на столик из камня. О, нашел песочка много. Так. Сегодня принесу сколько успею, чтобы было с запасом. Где-то буду выгружать, наверное, под навесом возле дров. Ну а дальше уже буду вечерами укладывать камень. Отличный песочек намыло. Как раз то, что надо. Без крупных камней. Полное не буду набирать, чтобы спину не сорвать опять. А теперь камушки. Расцветка какая интересная. Снежок продолжает идти. Ветер утих. Было аж страшно выходить на улицу. Ветки падали постоянно. Сухие. Могло бы и по голове прилететь. Я потихоньку заготавливаю песок и камни, пока есть возможность. Вот так выглядит трава, присыпанная снегом. Необычно.
Ну вот кучка песка под навесом и горка камней у печки. Надеюсь, мне этого хватит для того, чтобы доделать. Ну, в крайнем случае, завтра еще будет день. Я думаю, что завтра лед не станет. Хотя, как знать. И пол ведра глины. Глины, конечно, может и не хватить. Вы подумаете, а почему не заготовил глину тоже? Да потому что у меня вот этот целый уступ, он весь из глины, причем хорошей вязкости. Хорошо она клеится к камню. И вот эту часть уступа от лежанки, там где стоит вот эта полочка, я это все хочу отсюда убрать и углубиться до основного пола, до глубины. А то, что я там хочу сделать, это пока секрет. Поэтому предполагайте, какие у вас могут быть варианты, что я хочу здесь сделать. Пишите в комментариях. То, что здесь будет, делается не быстро. Поэтому времени у вас еще много. Пишите свои предположения. А сейчас я наколю дровишек и схожу за водой, чтобы вскипятить чаю. Еще наберу воды для рукомойника. Видно, насколько прогрелась земля в районе выхода дымохода. Все растаяло. Сейчас я попробую сделать закладку дров другим способом, по типу финской свечи. Я расколол несколько поленцев. Все поленья, в принципе, мокрые. Вон они даже до сих пор в снегу лежали на улице под дождем, под снегом. А между ними, там где раскол, я сложил тоненькие щепочки, они сухие. И сейчас посмотрим, разгорится ли такая свеча. С одной спички. С одной не получилось. Ветром задуло.
Пришлось потратить прилично времени, пока это все разгорится. Поэтому этот способ для приготовления пищи на моей печке не совсем подходит. Потому что долго разгорается, чтобы был хороший жар для приготовления. Но в принципе для отопления очень даже удобно. Не сильно жарит, потихоньку нагревает помещение. Но с другой стороны, когда там уже много углей, я просто закладываю целую чурку, и она потихоньку медленно тлеет. Поэтому для моего варианта не стоит заморачиваться с этой свечой. Буду топить, как и раньше. Пришло время готовить ужин. Ну а на ужин сегодня будут макароны по-флотски, но без тушенки, без мяса, без фарша, а из сала. Сало нужно нарезать тоненькими ломтиками, а потом на такие же маленькие кубики, чтобы крупных кусков не было. Сало мелко порезали и отправляем на разогретую сковородку. На сковороде немного растительного масла, чтобы сало равномерно вытапливалось. Дальше мелко нарезаем лук. И практически сразу за салом добавляем сковороду. Следом морковка. Также меленько. И тоже отправляем жариться. Обжаривать, как обычно, до золотистого цвета. Ну, вот сало с овощами обжарилось. Добавляем макароны. Немного горячей воды. Сейчас вода немного выкипит, потом накрываем крышкой, ждем 5 минут и практически готово. Все, вода немного выкипела, накрываем крышкой и ждем, пока макароны практически приготовятся. Вот прошло 5 минут, водичка выкипела. Видно, что уже макароны практически готовы. И теперь последний штрих. Я люблю взбить куриное яйцо. Опа. И сделать вот так вот. Вид, конечно, становится менее презентабельный, но на вкус намного вкуснее. Накрываем крышкой еще на пару минут. Ну вот макароны с салом и овощами а-ля по-флотски готовы. Рецепт, конечно, не оригинал, но ничем не хуже, а может быть даже и лучше. Немного аджики и можно приступать. Ну а всем, кто кушает вместе со мной, приятного аппетита и до скорых встреч в следующем видео. Пока!